Это был вечер, который обещал гламур, элегантность и бесконечный поток ярких вспышек. Ежегодный Global Fashion and Art Gala 2025 уже за несколько часов до начала стал мировым трендом. Но была одна непроизносимая истина, которую знали все. На самом деле никто не заботился об этом событии. Мир ждал его, Ким Тэ-хёна, V из BTS. Неделями в интернете шептались слухи, придет ли Тэ, что он наденет на этот раз, приведет ли его с собой кого-то особенного. Сердце каждого ARMY колотилось, когда одна за другой подъезжали роскошные автомобили. Когда ведущий наконец произнес «Дамы и господа, пожалуйста, приветствуем Ким Тэ-хёна!», весь красный ковер погрузился в сюрреалистическую тишину. А затем вспышки фотоаппаратов взорвались. Тэ-хён вышел, его присутствие сияло словно кинематографическое божество. Воссев в индивидуально шитом бархатном костюме от Сиэлин, вышитом серебряными нитями, которые переливались в свете, он выглядел нереально. Резкий контраст между его гладким черным нарядом и глубоким алой ковровой дорожкой создал образ будто прямо из фэнтези. Но дело было не просто в моде, дело было в присутствии, в том, как он шел, спокойно, сдержанно, и каждый его шаг нес груз того, кто точно знает, кто он есть. Социальные сети взорвались мгновенно. Он не просто идет, он парит. Это не Тэ-хён, это искусство в человеческом обличии, переопределение совершенства. Он просто уничтожил словарь. Репортеры кричали его имя, вспышки ослепляли ночь, но глаза Тэ-хёна оставались мягкими. Его улыбка, едва заметная, тихая дуга, растопила каждое сердце наблюдавшее. Он остановился в центре красной дорожки, поправляя запонки. Даже этот простой гест казался хореографией ангелов. Позади него фанаты держали баннеры, слезы блестели в их глазах. Некоторые даже не могли говорить. Они просто ощущали момент – благоговение, гордость, благодарность. Ведущий попытался взять интервью, но голос дрогнул. «Тэ-схи, ты сегодня просто потрясающ!» Тэ-хён слегка наклонил голову и, понизив голос, ответил: «Спасибо. Я просто хотел показать другую сторону себя сегодня». Другая сторона, действительно. Исчез тот игривый мальчик, который когда-то смеялся на сцене. На его месте стоял человек, уверенный, царственный и недостижимо элегантный. Критики моды были поражены. «Тэ-хён не просто пришел на красную ковровую дорожку», – писала одна статья. «Он ее переопределил. Каждый шаг – акт визуальной поэзии». Через минуты хэштеги вроде Тэ-хён Red Carpet, V-Perfection и King V Returns возглавили мировые тренды. Клипы, где он идет в замедленной съемке, сопровождались мечтательной музыкой и набирали миллионы просмотров за часы. Пользователи TikTok делали видеоредакты, сравнивая его с королями кино и картинами эпохи Возрождения. Даже гиганты моды не устояли. Гуччи, Луи Виттон, Сиэлин и Диор перепостили его образ, восхищаясь его неисчерпаемым чувством артистизма. Но, возможно, самым вирусным моментом стал зрительный контакт. В какой-то момент камера поймала, как Тэ-хён смотрит прямо в объектив, спокойный, пронзительный взгляд, вызвавший буквально мурашки по линиям времени. Фанаты описывали это как момент гипноза. Один фанат написал: «Когда он посмотрел в камеру, казалось, что время остановилось. Это был не просто взгляд, это была связь». Позднее той ночью просочились несколько бэкстейдж-фото. На одном Тэ-хён смеется со стилистами, его выражение мягкое и беззаботное. На другом он сидит один у окна, наблюдая огни города. Контраст, публичное совершенство против тихой души внутри, был завораживающим. Один сотрудник рассказал в интервью: «Даже за кадром он элегантен. Он благодарит каждого, проверяет, как работают сотрудники, и относится ко всем с теплом. Нет ни капли заносчивости, только благодать». Именно тогда фанаты поняли, что совершенство Тэ-хёна не только во внешности, это его человечность, его аутентичность, его способность сочетать божественное и мудрёвное. По всему миру ARMY публиковали трогательные посты. Кто-то плакал, глядя на видео, другие создавали искусство, вдохновленное его образом.
Один фанат из Бразилии написал: «Он не просто мой идол, он напоминает мне, что без добра и красота могут существовать». Между тем, СМИ в Корее, Японии, Франции и США назвали его появление моментом моды года. Знаменитости тоже восхищались. Зендая написала: «Этот человек понимает силу присутствия». Тимоти Шаломе перепостил его образ с огненными эмодзи. Даже Vogue Корея сменила баннер и разместила его фотографию с подписью «Ночь, когда совершенство ходило среди нас». Что теперь значит совершенство? Десятилетиями совершенство понималось как симметрия, роскошь или слава, но момент Тэхёна на ковровой дорожке доказал что-то глубже. Совершенство – это эмоция, это сила заставить миллионы что-то почувствовать, просто существуя честно. Тэхёну не нужно было позировать чрезмерно или кричать, чтобы привлечь внимание. Он просто был, и этого оказалось достаточно, чтобы переписать мировое определение красоты. Он напомнил всем, что совершенство не в безупречности, а в душе. Когда ночь подошла к концу, красная дорожка опустела, свет погас, но эхо момента все еще витало в воздухе. На утро крупные газеты вышли с ним на первых полосах. Один заголовок гласил: «Ночь, когда Ким Тэхён заставил время остановиться». Историки моды начали сравнивать его появление с иконными образами, как черное платье Одри Хепберн или дебют стармена Дэвида Боуи. А где-то в тишине своего гостиничного номера Тэхён, вероятно, улыбнулся, не зная, что только что создал еще одну главу в истории поп-культуры. Дни шли, но эффект не угасал. Бренды начали воссоздавать эффект Т, термин, который ввели, чтобы описать, как один человек может поднять престиж целого события. Его фото все еще заполняли соцсети, фанаты называли их «целительными для глаз». И к сбеску, к запомни, аплодисментами осталось нечто более глубокое – вдохновение. Он не просто переопределил красную дорожку, он напомнил миру, каково истинное искусство – тихое, вечное, живое. Эпилог. Слово «совершенство» возродилось задолго после события. Кто-то твитнул: «Нам нужно новое слово, потому что совершенство теперь принадлежит Тэхёну». И, возможно, это правда, потому что в ту ночь под ослепительными огнями и ревом аплодисментов Ким Тэхён не просто посетил красную дорожку, он стал красной дорожкой. Он стал моментом. И, сделав это, он напомнил всему миру, что иногда совершенство не создается, оно просто входит. В секунды после выхода Тэхёна на красную дорожку социальные сети превратились в поле битвы. Не хейта, а благоговения. Твиттер падал на несколько минут. Сервера Инстаграм тормозили, когда миллионы пытались одновременно перепостить его изображение. Армии по всему миру не могли удержаться. Хэштеги вроде «Тэхён Slide», «We the Definition of Beauty» и «King Supremacy» были в трендах более чем в 85 странах. Популярный твит гласил: «Я видел моделей, актеров, айдолов, но никто не излучает, как Тэхён. Это не просто образ, это феномен». Фан-камеры с мягким джазом, оркестровые редакты, даже кинематографические трейлеры заполнили ТикТок. Некоторые пользователи создавали фан-арт за ночь, изображая его как современного принца, окруженного галактиками, розами и лунным светом. Даже случайные зрители, люди, которые не были армией, не могли избежать чар. Один написал: «Я не знаю много о BTS, но кто бы ни был этот мужчина в черном бархате, я понимаю, почему мир любит его». Это было не просто восхищение, это коллективное очарование. Секрет за этим завораживающим нарядом скрывал историю, которую знали немногие. Костюм – не последний выбор минуты, не случайная роскошь. Он был сшит на заказ для него его близким другом и всемирно известным дизайнером Эдди Слимейном из Селин. В интервью через несколько дней Слимейн открылся: «Тэхён не просто носит одежду, он трансформирует ее. Я хотел создать что-то, что дышит его сущностью, тихая сила, утонченная элегантность и нотка таинства». Команда дизайнеров, как говорят, работала 3 недели, совершенствуя каждый шов, чтобы силуэт двигался как жидкость под светом. В итоге костюм, который не просто сидел, он тек. Аналитики моды описали его как самое идеально скроенное наряд десятилетия.
Но личный штрих Тэхёна сделал его еще более иконичным. Он попросил тонкую вышивку символа на внутреннем рукаве, небольшую серебряную Ви, видимую лишь тогда, когда он поднимал руку. Этот маленький деталь, как позже сказали фанаты, был знаком короля, которому не нужна корона. Стилист Тэхёна, давший анонимное интервью, поделился интересным. Он хотел, чтобы образ символизировал трансформацию от тени к свету. Он сказал: «Я хочу, чтобы люди чувствовали спокойствие, когда смотрят на меня». И действительно, именно так и случилось. Несмотря на рев аплодисментов, в его ауре было что-то странно мирное, как будто его присутствие замедляло само время. Психологи в интернете даже анализировали язык тела, называя это примером эмоционального контроля и присутствия, редко увиденного среди знаменитостей. Он идет, как будто знает что-то, чего мы не знаем. Один фанат пошутил: «Он не просто идет, он восходит». Фото Тэхёна побили рекорды.